Легкий ветерок нежно обдувает тело, солнечные лучи играют на поверхности ткани. Создается неповторимая атмосфера гармонии и умиротворения. Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я связала себе на жаркую погоду этот топ, светлый воздушный топ с легким ажурным узором, который напоминает тонкую паутинку, созданную самой природой. Смотрите, это дышащее полотно, сетчатое такое, идеально подходит для жарких дней, обеспечивает мне комфорт, идеальную прохладу. Использовала светлую пряжу цвета молока, молочный такой оттенок. Это тонкая пряжа, состоящая из 100% хлопка. Хлопок мерсеризованный, блестит, выглядит как вискоза. С ним не очень просто работать, когда вяжешь, то есть какой-то опыт понадобится, потому что петельки очень скользят, но в результате получается очень красивая, тонкая, изящная сеточка. Ажурный узор выбрала специально простой, вертикальный, обратите внимание, вертикально направляющий. Ажурный узор топа напоминает изящные сетчатые кружева. Специально искала такой простой и очень воздушный узор. Хочу сказать, на себе ощутила, что прогулка по берегу моря в этом топе настоящий праздник для души и тела. Чувствуешь себя легкой, воздушной, словно бабочка, которая порхает над водой. Светлый воздушный топ с этим таким легким ажурным узором, я считаю, это не просто одежда, это радость моей души. Этот топ подарил мне радость и наслаждение. Я очень удовлетворена своим творческим проектом. Сейчас хочу рассказать кратко, как я вязала этот топ, покажу вам схему узора, покажу вам выкройку, расскажу, сколько петель я набирала. Топ связан в размере 52, он прекрасно подойдет для размеров 48-52. Немножко можно подкорректировать там, в принципе, нет никаких сложностей в расчете, немножечко внести, поуже сделать или пошире, если у вас больший размер. Считаю, что этот топ конкретно для жары создан, очень комфортный и, в общем-то, под низ одеваете обычный топ. Вот у меня, например, под низ одет спортивный топ, поэтому все, что нужно, закрыто, а остальное все испытывает на себе воздушные массы, так скажем, морские в моем случае. Я вязала этот топик из пряжи Ярнард Бегония. Это 50 грамм, 169 метров, 100% хлопок с эффектом такого блеска. Он блестит, тоненькая ниточка, очень приятно вяжется, создается эффект струящийся такой. Даже не могу его честно описать. Такая вот прям какая-то кружевная магия. Вот так бы я это характеризовала. Очень красиво вяжется. И эффект, знаете, вискоза такого. Ниточка с блеском идет. Красивый узор, красивый и легенький. И пряжа. Мне очень понравилась пряжа. Но здесь нужен опыт работы, поскольку она все-таки такая скользкая. Немного тонкая, скользкая, очень хорошо скрученная, замечательная летняя 100% хлопковая ниточка. Конструктивно этот топ вяжется двумя деталями, абсолютные прямоугольники, перед вами половиночка переда и спинки. Длина, ширина, конечно, это индивидуально. В моем случае 57 сантиметров ширина и 60 сантиметров была высота. Я составила описание и схему этого узора нарисовала. Смотрите, вот схема перед вами. Вот так выглядит описание, девочки. Смотрите, я вам пролистала. Это описание будет выложено в виде текста под видео. Там можете прочитать. Хочу показать, как вязать этот узор. Он занимает у нас
7 петель это ширина раппорта, 6 рядов высота раппорта. Показываю вам первый ряд. Значит, смотрите, вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, раппорт связан. Второй раппорт также вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Все четные ряды изнаночными, которые являются, вяжутся изнаночными петельками, в том числе и накиды. То есть вяжем изнаночные петельки. Переворачиваем, вяжем третий ряд узора. Следующим образом. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт связали, кромочная, изнаночная. Переворачиваем, четвертый ряд также вяжем все петли изнаночными. Переворачиваем. У нас с вами пятый ряд. Пятый ряд узора следующим образом вяжется. Кромочную сняли, 2 лицевые, накид, 3 вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Снова накид, 2 лицевые. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт также. 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, 2 лицевые. Все, связали второй раппорт, кромочная, изнаночная, и шестой ряд тоже все петли изнаночные вяжем. И после этого идет повтор узора с первого ряда. Вот такой очень простой узор, очень логично запоминается, все ряды. Вязать одно удовольствие, напрягаться не надо. Я этот узор запомнила прям с первых рядов. И, в общем, дальше вязала без проблем. Очень быстро вяжется. Вот. Девочки, очень легенький узорчик. Рекомендую. Я вязала, девочки, вот по такой выкройке. То есть это просто 2 прямоугольника. Общая длина изделия у меня 60 сантиметров получилось. И давайте вкратце я расскажу. Ну, как вязать вот такой прямоугольник, я учить никого не стану. Я скажу, сколько я набирала петель на свой размер. Итак, считаю, что ширина 57 сантиметров, ну, подходит на размер 50-52. Но если вы любите свободу облегания, то и на 48 подойдет. То есть ширина спинки переда 57 сантиметров у меня. Я набирала 100 петель. Вначале я вязала маленькую такую
планочку, платочная вязка, 2 ряда всего. И сразу затем переходила на узор, ажурный узор. Схема узора. Раппорт составляет 7 петель, высота раппорта 6 рядов, поэтому нам надо, чтобы 7 петель у нас четко уместилось, четкое количество раппортов. Смотрите, девочки, у меня получилось 14 раппортов по 7 петель, это 98 петель плюс 2 кромочные, и получилось 100 петель я набирала. Использовала для планки спицы номер 3,5, а сам узор вязала спицами номер 4. Вот. И по прямой 14 раппортов вяжите, вяжите, вяжите высоту. Для выреза горловины вот у меня 26 сантиметров я оставила, то есть вырез лодочкой, как вы поняли, и плечи у меня по 15,5 сантиметров. То есть здесь делаете шов, когда свяжете обе половины. Здесь вот оставляете расстояние пройма 23,5. Здесь тоже делаете боковые швы. И все. Здесь идет обвязка по пройме. На круговых спицах, спицы 3,5 я брала. Резиночка 1 на 1 использовалась. Можно 2 на 2. Любой ваш вариант. 88 петель. Я набирала и вязала 7-8 рядов резиночкой 1 на 1. Вот. И, в общем-то, сейчас я вам все это покажу воочию. Обработка выреза горловины. Я просто закрыла петли. Вот. Я ничем его не обвязывала. Обработка проймы. Смотрите, резиночка идет у меня 1 на 1. Подняла петельки аккуратненько и связала 7 или 8 рядов. Я вязала резиночкой 1 на 1. Также закрыла по лицу все петельки. Вот. 88 петель здесь. Вот так у меня выглядит обработка проймы. Так, как я сказала, планочка у меня была платочной вязочкой. Вот, тоже здесь все это видно. 2 рядочка всего. И вот 2 таких прямоугольничка. Далее вот такой легкий сетчатый эффект этот узор имеет. Как видите, очень красивый. Специально взяла спицы номер 4, не стала вязать спицами 3,5, не стала. Специально хотела, чтобы вот эта вот воздушность, да, вот именно такая вот, как будто такая сетка плелась. Вот такой эффект достигала и очень довольна. Абсолютно легкий, невесомый топ, абсолютно воздушный и не жаркий, 100% хлопок, дает, конечно, о себе знать, и абсолютно продувается. В общем-то, мне очень нравится, это прям реально топ для жары. Спинка перед абсолютно одинаковая, вот видите, да, хорошо смотрится по вырезу горловины, никак я не заморачивалась. Высоту я вязала ровно 20 раппортов. Ровно 20 раппортов по 6 рядов. 120 рядов у меня составило вязание узора. Вот. Потому что плотность была в 1 сантиметре 2 ряда. Это мое вязание. Я вязала, и у меня вот такая плотность получилась. Если вы посчитать легко, конечно же, ширина 57 сантиметров, половинок наших спинки переда, и разделить 100 петель разделить на 57 сантиметров, то плотность по горизонтали составила 1,75, чтобы быть более точным. Вот таким образом получилось такое изделие. Здесь я никакие скосы плеча не делала, абсолютно не стала я этого делать, просто обычно по прямой связала прямоугольнички, девочки. Вот так вот у меня выглядит шов по плечу, аккуратный, ровненький. Вот. Надеюсь, что у вас тоже свяжется. Вяжется он быстро, легко.
потому что спицы большого диаметра используется, 4. Я желаю вам успешно связать на жару такую замечательную, элегантную, легенькую вещицу.